Всем привет! Сегодня будем выпекать хлеб в домашних условиях, но очень необычным способом. Хлеб должен получиться мягким, воздушным и очень-очень вкусным. А какой будет способ, досмотрите ролик до конца. Итак, в глубокую тарелку всыпаем 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли, 5 грамм сухих дрожжей. И все вот это нужно будет залить 1 стаканом 200 мл теплой воды. Температура должна быть примерно 35-40 градусов, не выше. И в самом конце сюда же нужно будет добавить 3 столовые ложки, это примерно где-то 30 грамм подсолнечного масла. Затем ложкой очень хорошо все нужно перемешать, так чтобы дрожжи, сахар и соль хорошо растворились. И после перемешивания тарелку накрываем полотенцем, дадим всему постоять примерно 10-15 минут, для того, чтобы заработали дрожжи. Через 15 минут снимаем полотенце и видим, что дрожжи начали работать. Еще раз очень хорошо эту опару нужно будет перемешать. Затем нам понадобится мука, уже хорошо просеянная. У меня тут 450 грамм, но еще может понадобиться плюс-минус 50 грамм. Добавляем вначале половину, очень хорошо перемешиваем все ложкой. Затем видим, что тесто еще жидкое, добавляем еще немного муки. Стараемся начинать опять перемешивать ложкой. После того, как ложкой уже будет вымешивать невозможно, отправляем полностью все остатки муки в тарелку. И дальше не стесняемся и полностью хорошо нужно вымесить тесто будет руками. Нужно мешать полностью всю муку в тесто таким образом, чтобы тесто вам уже не приставало ни к рукам, ни к тарелке. Смотрите, после того, как вы мешаете всю муку в тесто, и вы увидите, что тесто еще пристает к рукам, нужно будет добавить еще небольшое количество муки и опять-таки хорошо ее вмешать в тесто. Так как в тарелке вымешивать это будет уже очень сложно, я все то, что есть в тарелке, перекладываю на рабочую поверхность и точно таким же образом начинаю все вымешивать. Ну и после того, как вы заметите, что уже полностью никакое тесто не липнет ни к столу, ни к рукам, тесто нужно будет вымесить примерно 5 минут. Чем лучше вы вымесите тесто, тем пышнее и вкуснее будет ваш хлеб. После того, как вы хорошо вымесили тесто, делаем небольшой вот такой вот красивый шарик, укладываем его в тарелку, а тарелку накрываем полотенцем и оставляем в таком вот положении на 35-40 минут. Это для того, чтобы тесто хорошо подошло. Через 40 минут поднимаем полотенце. Смотрите, как наше тесто выросло. Мы его достаем из этой тарелки и на рабочем столе, на рабочей поверхности еще раз обминаем примерно 2-3 минуты. В это время мы никакой муки, ничего больше вообще в тесто не добавляем. Его нужно будет просто хорошо вымесить. После того, как вы тесто хорошо вымесили, опять делаем шарик, отправляем его в тарелку, накрываем полотенцем еще раз на 35-40 минут. Итак, через 40 минут достаем тесто еще раз с тарелки. Еще один раз его нужно будет хорошо обмять. После обминания, вымешивания вам нужно будет сформировать булку хлеба любой формы, которая вам больше всего нравится. Я это все буду делать в виде батона. Вот таким вот образом вначале разравниваю, а затем сворачиваю в виде рулета. Края подгибаю внутрь под низ, так чтобы получилось что-то похожее на батон. Ножом делаем небольшие надрезы, точно так же, как на батоне, и присыпаем это все небольшим количеством муки. Ну а дальше, друзья, тот необычный способ, о котором я говорил в начале ролика. Хлеб мы будем выпекать в рукаве. Дно рукава присыпаем небольшим количеством муки. На эту муку мы будем укладывать тесто, которое мы приготовили. Рукав нам нужно будет с двух сторон плотно завязать, и в таком положении тесто нужно будет оставить еще на 30 минут. Ну а сейчас, друзья, просто посмотрите, как в течение 30 минут тесто будет подниматься в этом рукаве. Ну и после 30 минут, после того, как тесто в рукаве еще раз поднимется, отправляем все в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40-45 минут. Через 45 минут достаем все из духовки. Смотрите аккуратно, потому что все очень сильно горячее. Аккуратно нужно будет разрезать рукав и выпустить пар так, чтобы вы не обожглись. Ну и вот посмотрите, какой румяный, красивый и аппетитный хлебушек у нас получается. После того, как вы достали хлеб из рукава, нужно взять кисточку, обыкновенную простую воду, смазать хлеб этой водой и накрыть полотенцем. Таким вот образом под полотенцем хлеб нужно будет выдержать еще примерно 10-15 минут. Это для того, чтобы он немножко отошел, чтобы он не был слишком твердым, а стал нам мягким, хорошим и вкусным. Итак, через 10 минут нам остается лишь разрезать и посмотреть, каким хлебушек получился внутри. Смотрите, какой он пышный, мягкий.
Разрезается ножом он тоже очень легко. Ну а самое главное, получилось все просто супер. Смотрите, во время нажимания хлебушек возвращается в свое прежнее положение. Так что, друзья, способ рабочий. Рекомендую вам попробовать, приготовить и написать свое мнение в комментариях. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился такой рецепт, обязательно поставьте лайк. Не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!